Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию. А что вы думаете об этом? Я в шоке. Это очень плохо. Это Почему? очень плохо. Потому что я считаю, что армия должна быть, как во Франции, добровольной полностью. Во Франции 1 день проводят в армии и все. Ну, то есть, как бы там 18 лет, когда исполняется мужчине, его отправляют на 1 день в армию, и он как бы смотрит полк такой и оценивает, хочет ли он там быть или нет. Я считаю, это должно быть так. Надо. Ну, если поездка проходит, надо идти. А так смысла нет, смотря куда направят. They clearly won't send you to Sri Lanka. You'll be fertilizing Ukrainian soil. And if you're lucky enough to survive, you might get a spot in a mass grave somewhere in the Baltics later. But this guy, judging by his outfit, is ready to go. His stylist? Vladimir Putin. All that's missing for the complete look is a black plastic body bag. France is falling apart. 1 day of service will do that. They should learn from North Korea. Now that's a success story. Ну, ввиду внешнеполитической ситуации в стране, то, к сожалению, вероятнее всего, это вынужденная мера. Вот. Что лично вы чувствуете, думаете? Страх, неуверенность. Вот. Обычно такие законы вводятся перед какими-то крупными конфликтами или подготовкой к ним. Это так было в 30-е годы в СССР, когда готовились к войне с Германией. Так было во время военных реформ. Ну, тогда был империализм, не суть важно, да. Don't worry. Worst case, it's just a war against all of Europe. Putin still has 60 million men in reserve. He can pave the Suwałki Gap with corpses if needed. Imperialism is outdated anyway. Putinism and the spread of the Russian world are trending now. Might be time to cut back on history lessons. Too many people are starting to realize where this is all heading. Какая разница, когда идти? Если туда придется идти все равно, то вообще не вижу никаких проблем с этим абсолютно. Ну, как в школе. Четверть первая, вторая, то есть разделение. А там все служить должны все. Я считаю, что гражданин должен служить. А если ты не служил, значит, ты не гражданин. Вот и все. То есть вот не хочешь служить, не служи, ну ты не гражданин тогда. What's he implying exactly? The last 2 Russian defense ministers never served in the army. Does that mean they're not citizens? Neither did the Prime Minister or the Deputy Chairman of the Security Council. Even Putin himself never did mandatory service, unlike his peers who were sent to Afghanistan. Это из-за того, что не хватает бойцов. Вот и все. Поэтому они придумывают всякие вот правила. Ну, зачем призывать круглогодично? Сейчас период такой вот в армии, что надо. Сейчас надо. Потом можно все это изменить. Did something happen? Is Russia going through some bad period? Putin is the main peacemaker. He keeps telling Trump on the phone how much he wants peace, but for some reason, Trump doesn't believe him. Probably because every phone call is followed by more shelling of Ukraine. Maybe Trump is just jealous. Not everyone can wage war for 3.5 years in advance a couple of villages. Понятия не имею. Ну, там вечно пытаются что-то накрутить. Наверное, не в пользу народа. Наверное, для них это лучше, для нас это хуже. Я думаю, что это неправильно. Почему? Потому что у нас падает демография, и вместо того, чтобы поддерживать семьи молодые и принимать какие-то меры, ну, насчет этого, у нас всех парней решают сзывать в армию. А это как-то влияет на демографию? Я думаю, да, напрямую. Потому что если все уйдут, например, на фронт, на СВО, если их будут призывать, будет больше контрактников, будет больше срочников, ну, соответственно, мужчин будет меньше. Страна никак не будет поднимать демографию. This girl clearly has very unpatriotic views, but that was obvious from her appearance alone. It's because of people like her that demographic statistics have been classified. Can't let those enemy liberal opinions spread. Putin is deeply concerned about demographics after all. Someone has to die on the territory of our neighbors, and the government won't send their own children. It's too far for them to travel from Europe and America anyway. In the meantime, we could trade oil with India for specialists, while ours are busy killing Ukrainians.
Вы знаете, у меня мурашки по коже. Почему? Потому что у меня сын погиб. 3 года назад ребенку 3 месяца. Вот остался, и это самое. Вот уже 3 года прошло. Круто. Почему? Надо всем служить. А вы служили? Да. И как вам? Круто. Of course, it's nice to serve in times when a rifle is issued for guard duty, not a meat assault, if it's issued at all. His army, it seems, taught him to think less and not ask questions. A woman mourns her dead son, yet there's not a trace of anger that he died for nothing. Perhaps a white lada sweetened the loss. Как призывников отправляли, так и будут отправлять, да? А то, что у военкоматов не будет каникул, порадуемся за сотрудников военкомата без отпусков. Ну а что плохого? Пусть черные дни только когда осенью и зимой, а так разбавится, все будет нормально. Чё? Количество же не увеличится от этого. А как же, раньше служили все. Все было отлично. Войны не было. No war, you say? So the Chechen wars and the invasion of Georgia were just a lunch break between special operations? The army hasn't changed since. Seniors bullying juniors, rusty weapons, orders from a major who's only sober on Mondays. So what if in the West soldiers get body armor and hot meals, ours get fairy tales about the empire? Я ничего не думаю, я пенсионер. Ничего не думаю. Ну, что-то слышал, ну, так думаю, отвечать не особо безопасно. Будем надеяться, что наша молодежь станет на защиту нам. Конечно. От молодежи все зависит. Нужно быть патриотом. Воспитывать в себе патриотические такие, не знаю, мои внуки патриотки. Девочки. Но Россию любят просто до безумия. I wonder, where in patriotism is the part about cleaning toilets? Or is love for the motherland now measured by how many potatoes you've peeled in the army kitchen? And if the granddaughters are true patriots, they shouldn't relax. Putin will send them to die once the men run out. Then we'll see if their patriotic fervor survives. Я думаю, что я не хочу проблемы с законом, и поэтому не буду отвечать на этот вопрос. Ну, не знаю, наверное, это не совсем правильно. Почему? Вы так, вот я только от вас это услышала, поэтому надо это обдумать, чтобы правильно сказать. Действительно это реально. Или тогда детей будут брать из вузов, а это не очень хорошо. Надо всегда дать доучиться. А значит, самое подходящее время это лето. Я не знаю, отрицательно, потому что круглогодичный призыв должен быть какой-то, закон более щадящий. Я 2 года отпахал, а потом сделали 1,5, потом вообще год, скоро сделают полгода. Вот так вот. Так что собирайтесь. Well, at least among them there's one reasonable guy. He understands how important this is. After all, during mandatory service, young men are politely explained that they need to sign a contract and go to Ukraine. Those who don't get it end up either in prison or in a wheelchair. Still better than returning to impoverished regions where the huge contract payout is something no one has ever even dreamed of. It's simply impossible to earn in a peaceful job. All the conditions are set, either starve or fertilize your neighbor's land with your corpse. И потом я думаю, что это им на пользу пойдет. Они становятся мужчинами там. А круглогодично как-то сейчас мне это... не знаю, то, что круглогодично. Но какая разница? Весна, осень? Не знаю, даже что сказать. Может быть, у кого-то связано с какими-то датами поступления. Раньше все-таки это было завязано. Была возможность поступить в институт. Но все равно школу-то не возьмут же ведь прям. Из учебного процесса не вынут. Не знаю, в общем-то как-то нейтрально как-то. In the army, of course, they become men, especially when they're painting lawns and learning to kill on the orders of a man who sends his own children not to war, but to cushy money-making posts. And while they're manning up in the trenches, Europe is preparing for the next wave of the Russian world.
France is training reservists, Estonia is setting up barricades in Narva, and NATO is seriously talking about war in the coming years. They're buying drones and air defense systems, while Putin is preparing more coffins. Looks like all the fun is only just beginning. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. If you want to help, join us on Patreon. For just $3 a month, the price of a cup of coffee, you'll get early access to new videos and exclusives, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army and how telling the truth made him a target of the FSB. You'll also find another exclusive, a chilling deep dive into the Ryazan sugar incident, the mysterious event in 1999 that still sparks questions about terrorism setup and the rise of Putin's regime. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you. Right now, I have 55 incredible patrons. Let's hit 60. Not saying goodbye. See you soon.